Хорошо. Пожалуйста, уважаемые дамы и господа, третье занятие – позитивность. Тема вторая, занятие третье – позитивность. Так, наша задача на предыдущем занятии, на этом занятии – рассмотреть основные обобщенные характеристики человека. Да, уровень человека – это его мощность его компьютера, его способность. И в зависимости от того, какая у него мощность, какой у него уровень, это что он делает в жизни. Да, его основные стремления, положение в обществе, его возможности в конечном итоге, его основные характеристики, там, скорость, сила и так далее, и его основные возможности, на что он может претендовать. Первое – это мощность, какие задачи способен решать человек. И, конечно, наша задача, чтобы мощность нашего сознания постоянно росла. Это множество составляющих. То есть все качества, которые существуют, там, десятки тысяч, они распределяются по уровням. На каждом уровне свои задачи. И на каждом следующем уровне все более сложные задачи. Вторая основная характеристика – это позитивность человека. Фактически это соотношение в человеке добра и зла, хорошего и плохого. То есть в основе позитивности лежит что? Ценности. Да, вот. Есть множество составляющих в человеке, и как ты к этому относишься? Твоя система ценностей, она какая? Предположим, нужен ли тебе покой? Или ты хочешь быть нервным? Да, тебе нужна мудрость? Или сила есть, ума не надо? А тебе нужна этика? Или нахальство, второе счастье? Да, тебе нужна доброжелательность? Или тебе нравится, когда люди дергаются от твоей там, грубости? Да, это система ценностей человека. Да? Ты выбираешь преданность или предательство, честность или ложь. Да? Вот что выбирает человек? Фактически все составляющие человека, во многом они сводятся к тем или иным ценностям. Что правильно, что неправильно. И опять же, для изучения этого занятия, для рассмотрения этого занятия у нас есть огромное число причин, зачем это нужно. Начиная с того, что ты чувствуешь. Если ты считаешь, что страх — это правильно, ты всю жизнь будешь бояться, зубы будут стучать, будешь выглядеть бледно и прятаться. Почему? Ты сказал, что это правильно. Твоя ценность — страх. Он у тебя оправдан, ты его защищаешь, ты с ним не борешься, ты его тренируешь, наращиваешь. Еще раз побоялся, и твой страх стал сильнее. Еще раз побоялся, он стал еще сильнее. Да? А бесстрашие — это неправильно. Это для умалишенных, предположим. Каждый по-своему считает. Страх спасает. Каждый по-своему считает. Поэтому что чувствует человек? Если он выбирает негативную систему ценностей, ему будет плохо. Злость, агрессию, ненависть, зависть. Если для него это правильные качества, он будет жить недолго, выглядеть бледно, да, радости никакой. Да, так чисто, так прямо открыто подойти к человеку, пожелать ему всего плохого, сложно. Вот хорошего можно. Пожелал и наслаждение, да, и сердце поет. А не то пожелал, можно и как бы тяжелым предметом по голове получить. Тяжело жить с негативными ценностями, но большинство людей, вот, они же их не оценивают, не анализируют, во что они верят, как работает их сознание, как работает их мышление. Почему? Системы воспитания нет в чистом виде. Все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, как у родителей, а у них тоже как бы система воспитания разная. Да, телевизор там свое пропагандирует, рекламирует. А так, чтобы был четкий стандарт, каким достойно быть человеку, этого нет. Поэтому система ценностей, какая получилась. Да, и она определяет те результаты, которые мы имеем, там одиночество, страдания, депрессии, конфликты и многое другое. Та же самая онкология, где там каждый шестой болеет. Почему? Цели нет, радости нет, борьбы нет. Вот жизненной силы для сражения ее недостаточно. Есть и другие причины, но с точки зрения внутренних программ одни из основных. То есть программ много негативных. Они убивают человека. Поэтому что мы чувствуем? Да, дальше. Как мы принимаем решения? То есть фактически ценности
Да, вот соотношение, да, позитивных и негативных ценностей – это позитивность человека. Вот, ценности определяют, мы решение принимаем быстро, мгновенно, или мы зависаем, да, если ценности противоречивы или неполны, и непонятно, как поступать. Когда человек однозначно не может ответить, это правильно или неправильно, там, достойно, недостойно, как там, по-другому это может называться, ну, это плюс или минус, это стоит делать или не стоит, это одобрять или осуждать. Когда у человека на эти вопросы нет четких ответов, он зависает, он не может быстро принимать решения, он не может действовать в режиме реального времени. А если он и принимает решение, он не может быть до конца уверенным в собственной правоте, если у него система ценностей сбита. А большинство людей, она не выстроена. Да, цели такой нет. Это раньше была четкая система воспитания, да, подготовка, там, спартанцы, легионеры, рыцари, четкая система, ответы на все вопросы. А сейчас этого нет. Поэтому люди и решения принимают не самые лучшие, и последствия получают соответствующие. И душа потом терзается, и обид у других людей много. Да, потому что если ты реализуешь негативные ценности, вот ты для себя оправдал, предположим, расхожая там рекомендация. Не нужно держать эмоции в себе, они разрушают человека. От них нужно освобождаться. А на кого освобождаться? Ну, на близких освобождаться. К чему это ведет? К разрушению семьи, к разрушению дружбы, к разрушению взаимоотношений. А в учебниках пишут, не надо держать эмоции в себе, выплескивайте, выплескивайте. Да, и человек своими руками причиняет себе зло, да, боль. То есть если ты реализуешь негативные ценности, ты получаешь негативные последствия в виде обид, мести, там, отдаления людей, да, самые разные. Поэтому, конечно, нам нужно четко определять, по какой системе координат есть смысл выстраивать себя. Для того, чтобы себя ощущать классно, для того, чтобы решение можно было бы принимать быстро, потому что система ценностей. Оцениваем это хорошо, плохо, и на основе этого принимаем решение. Одобрять, там, поддерживать или наоборот, отказываться и порицать. Для того, чтобы ощущать себя, для того, чтобы решения быстро принимать, для того, чтобы получать позитивные результаты от жизни.